Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю просто нереально вкусный торт «Карамельное мороженое». Торт с очень интересным разрезом, с очень богатой начинкой здесь. Торт, который будем готовить без желатина, ручным миксером. Получается всегда очень просто. Готовится вот такой эффектный торт. Внутри нижнего коржа будет вот такая необычная, обильная очень начинка. Торт сам по себе очень влажный, очень сочный. Итак, приготовим бисквит. Бисквит буду готовить на горячем молоке. 6 яиц разделяю здесь на желтки и белки. Сначала взбиваем 6 белков, добавляю туда щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара. И начинаю взбивать. Взбиваем до образования такой пышной пены. И добавляю сюда от 300 грамм сахара примерно 1/3 в белки. Повзбивала где-то примерно 3 минуты. Получилась вот такая пышная, уже устойчивая меренга. И отставляю сейчас ее пока что в сторону. Здесь у меня 230 миллилитров молока. Я добавляю туда 105 грамм сливочного масла и отправляю все это нагреваться до кипения, но не кипячу. Как только масса закипит, я тут же ее снимаю с огня. Теперь взбиваем желтки. 6 желтков, добавляю туда порциями весь оставшийся сахар и взбиваю желтки примерно 3 минуты здесь. До такой уже посветлевшей пышной массы. Когда я взбила желтки, сейчас сразу же вмешиваем аккуратно лопаткой туда все белки. Я здесь использую также венчик. Венчиком быстрее просто получается. До конца здесь как бы я не промешиваю, чтобы вот прям досконально. Сейчас порциями примерно в 5 приемов я просеиваю туда 300 грамм муки. Вот так аккуратно перемешиваю, но не досконально, потому что будем добавлять туда порциями сейчас всю молочную массу. 9 грамм разрыхлителя также туда просеиваю. Слегка тоже мукой все это припылю. И сейчас опять перемешиваю аккуратно. И вот так чередуем сейчас порциями. Вводим сначала сухую смесь, а потом горячее молоко с маслом. Бояться этого не нужно, бисквит всегда получается. Это подробный рецепт есть у меня на канале «Американский бисквит на горячем молоке». И вот эту горячую смесь также примерно в 5 приемов ввожу уже в тесто. И аккуратно перемешиваем. В конце уже промешиваю лопаткой, чтобы со дна именно все достать. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать сейчас будем режим вверх-вниз без конвекции. Форма у меня здесь 22 сантиметра в диаметре. Форму я ничем не смазываю. Духовку во время выпекания не открываем. Выпекать буду примерно 40-45 минут. Пока печется бисквит, приготовлю карамель. Здесь у меня 200 грамм сахара. Я ставлю на огонь, на очень умеренный огонь. 180 миллилитров сливок, 30% жирности я довела до кипения и добавила туда щепотку соли. И сняла с огня и отставила пока что. Сахар начинает потихоньку плавиться. Из боков я слегка его начинаю пододвигать к центру. Ничего здесь я пока не перемешиваю. Еще раз повторяю, на очень умеренном огне я все это делаю. Сейчас моя задача, чтобы сахар полностью растворился. Когда сахар растворился, я добавляю туда 100 грамм сливочного масла. Здесь у меня 82% жирности у масла. Все это просто перемешиваю. Сейчас у меня плита полностью выключена. То есть в горячей карамели масло полностью разойдется. И туда же я сейчас вливаю все горячие сливки. И опять все очень хорошо перемешиваю. Еще раз повторяю, что плита у меня выключена на данный момент. Как только прекратится вот это бурное шипение, я опять включаю сейчас плиту на умеренный огонь и провариваю карамель
примерно 1,5–2 минуты, но это очень примерное время, до температуры 106 градусов Цельсия. И карамель готова. Я ее снимаю сейчас с огня. Переливаю ее в жаропрочную емкость, где она у меня просто будет остывать. Сейчас до комнатной температуры. Видите, ничего не подгорело. Все, карамель вот такого цвета должна получиться, то есть ни в коем случае не темнее. Сейчас, пока карамель остыла у меня до комнатной температуры, и уберу ее в холодильник. Итак, бисквит у меня испекся. Проверяем его готовность сейчас деревянной шпажкой. Шпажка из него должна выходить сухая и чистая. И оставляю сейчас полностью его остыть в форме. Он остыл в форме, он немножко у меня сейчас вот так отделился от формы. Я сразу же его могу нарезать. То есть этот бисквит, он сразу готов к работе. Чтобы он идеально ровно нарезался, можно его убрать на пару часов в пищевой пленке в холодильник, но можно и не убирать. Вы можете его убрать в холодильник, можете его использовать на следующий день. Вот такой нижний корж у меня, как бы из 2 коржей состоящий, у меня остался. Это я сделала намеренно, и сейчас я буду в нем вот такие вот отверстия проделывать при помощи кондитерской насадки. Насадка здесь у меня 195, то есть это не самая маленькая насадка, такая крупная насадка достаточно. Можно этот корж разрезать на 2 стандартных коржа. И потом вот эту вот основу поместить просто между коржами в горячем виде. Но я захотела сделать здесь вот так вот поинтересней. И насыщенный весь корж будет как бы пропитан этой начинкой. И сейчас приготовим пудинговую карамельную начинку именно для этого коржа. 350 мл молока обычного 3,5% жирности и 150 грамм сахара. Молоко я сейчас нагреваю до кипения, а сахар я буду карамелизировать на умеренном огне. Пока на плите нагреваются эти ингредиенты, я соединю дальнейшие ингредиенты для крема. Здесь 180 мл молока, 35 грамм кукурузного крахмала, щепотка соли. Соль нужно добавить обязательно, чтобы она подчеркнула вкус соленой карамели. Все это перемешиваю просто до однородности. Здесь 1 яйцо среднего размера, я просто его размешиваю и соединяю с крахмальной массой. Размешиваем до однородности, чтобы не было комочков, и отставляем пока в сторону. На плите сейчас сахар вот так начал слегка карамелизироваться уже по краям. Молоко дошло в принципе до кипения, я его снимаю с огня. Здесь я уже начинаю его слегка перемещать, этот сахар. Здесь нет такой острой необходимости, чтобы он у нас как-то особо карамелизировался, этот сахар, потому что мы его все равно сейчас будем полностью заливать молоком, то есть он у нас будет потом растворяться. Главное, чтобы сейчас весь сахар у нас растворился и чтобы цвет карамели не стал темнее, чем такого красивого цветочного меда, то есть уже не доводить до темного такого сильного состояния. Вот сейчас уже это достаточно. Больше карамелизировать не нужно, иначе крем потом будет горчить. Сейчас порциями вливаю туда горячее молоко. Смотрите, все будет шипеть. Я сейчас даже сниму это с плиты, чтобы у меня не было такого активного кипения. Вы можете тоже так же сделать. Так просто удобнее, потому что очень сильно пенится. И сейчас вливаю все молоко туда. Здесь очень важно не пережечь сахар. Еще раз повторяю, вот до такого состояния медового, как темного меда, еще можно, но не сильнее. Вливаю все молоко туда. Опять сейчас ставлю на плиту и довожу до того состояния, чтобы полностью растворился уже весь этот карамелизированный сахар в молоке, и чтобы масса стала просто жидкая, однородная, красивого карамельного цвета. При непрерывном помешивании я это делаю в кастрюле с толстым дном на умеренном огне. Все это происходит достаточно быстро.
Сейчас я в ту же емкость, где у меня закипало молоко, через сито переливаю всю карамельную смесь. Почему я делаю это через сито? Потому что какие-то кусочки карамели могут оставаться, как вот здесь. Вот я просто не буду уже здесь все это растворять до полного растворения. Этого достаточно уже. Обратно поставила эту кастрюльку на плиту. В центре помешиваю и вливаю туда всю яично-крахмальную смесь. Довожу сейчас в кастрюле с толстым дном на умеренном огне при непрерывном помешивании до кипения. Как только пойдут первые пузыри, провариваю еще примерно 20-30 секунд и снимаю с огня. Заварная основа готова. Сейчас сразу же в заварную основу я добавляю 100 грамм холодного сливочного масла, чтобы она немножко остыла, чтобы она не была такой кипящей. И очень активно все это перемешиваю до полного растворения масла. Сейчас сразу же я выливаю в подготовленный корж. Пудинговая основа, она будет вот так вот заливаться в эти отверстия. Здесь можно помогать себе ложкой, это кому как нравится. Можно даже из кондитерского мешка все это делать. Оставляю чуть-чуть, чтобы вот посмотреть, где у меня распределится вот на эти отверстия. И ставлю сразу в кондитерское кольцо. Вообще изначально надо было сразу поставить, но здесь я вам показывала просто. Удобнее работать, конечно, в кондитерском кольце. Но чтобы вы видели для наглядности. И выливаю здесь остаток, так как я поняла уже, как у меня распределилась эта масса. И сейчас накрываю ее обязательно пищевой пленкой в контакт, чтобы она у меня не заветривалась. И отправляю в холодильник, ну хотя бы на час, чтобы все это остыло. Если нужно быстро, но лучше часа на 2 хотя бы отправить. Она застынет быстро, так как масло ее уже охладило, эту основу. Убираю сейчас в холодильник. Итак, у меня прошло пару часов, готовлю сейчас карамельный крем. 350 мл сливок, 2 пакетика ванильного сахара, 40 грамм сахарной пудры, 300 грамм творожно-сливочного сыра. Молочные продукты здесь все очень холодные, 250 грамм сыра маскарпоне. И взбиваю сейчас все до устойчивых пиков. Сливки не менее 30% жирности. Чем больше, тем лучше. Сейчас карамель у меня из холодильника уже. Добавляю вот такую хорошую столовую ложку в этот крем. Она очень холодная. Я ее еле оттуда вытаскиваю, эту карамель из этой миски. И взбиваю сейчас просто до полного растворения в креме карамели. Карамель еще придаст более устойчивое состояние этому крему, потому что она очень холодная, и все ингредиенты способствуют именно загустению этого крема. Крем получился такого слегка приятного карамельного цвета, на вкус идеальное карамельное мороженое этот крем. Вот такой он пластичный, красивый получается. Начинаю сборку торта. Остыла у меня вся эта заварная основа, у меня прошло здесь уже более 2 часов. Она очень хорошо схватилась. Собираю вот таким образом торт. Конечно, можно его собирать в кольце. Я вам просто это показываю для наглядности. Специально здесь сняла кольцо, потому что уже нижний корж очень стабильный. Кремы все стабильные. Карамель очень холодная здесь у меня. Вы можете собирать по вашему желанию. Еще раз повторяю, что нижний корж можно было разрезать на 2 таких же равноценных коржа и между ними в кондитерском кольце залить вот эту теплую карамельную начинку. Но я этого не делаю, захотелось мне вот так вот сделать в этот раз с отверстиями. И они этот нижний корж большой делают очень влажным и пропитанным. Вот эти карамельные вставки. Итак, верхний корж я пропитаю просто кипяченой водой холодной, потому что торт сладкий. И убираю его сейчас, ну, часа на 3 хотя бы в холодильник. Достала я его из холодильника, он у меня очень хорошо отстоялся. Снимаю с него кольцо, ацетатную пленку и покрою его сейчас кремом. Это просто по желанию, по-вашему можно делать. Я просто для видео здесь быстрым кремом покрою на вареной сгущенке. Как он готовится, подробнейшее видео есть на моем канале. Проходите по ссылке, я вам оставлю в описании под данным видео. Здесь общего количества крема мне понадобилось 200 грамм на украшение этого тортика. Вот такие полосы нанесла маленькой вот такой силиконовой лопаткой.
Торт разрезается очень хорошо, торт очень мягкий, очень необычный в разрезе, но в то же время торт очень эффектный и очень-очень вкусный, буквально тающий во рту тортик получается. Вот эти нижние вставки из карамельного пудинга очень хорошо прослеживаются, торт очень нравится детям. Вот так после разреза он выглядит в первый день, когда я его приготовила. Вот так половину торта я вам показываю, то есть очень необычный разрез у торта получается. И вот этот кусочек я уже разрезала на следующий день, ночью он поставила в холодильнике. Он не усох, он такой же мягкий, такой же нежный. Смотрите, как он надламывается вилкой. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.